Привет всем! Рад вас видеть на своем кулинарном канале «Двойная порция». И сегодняшнее видео посвящено кулинарному челленджу. Есть такая группа, которая называется «Кулинарный союз», в которой состою я и другие классные кулинарные блогеры. Фишка этого челленджа заключается в том, что мы друг другу передаем различные продукты, ну и, естественно, готовим из них классные вкусные блюда. А вот тут здесь у меня на столе появилась вот такая вот грудиночка. И я ее отправлю в Липецк, к каналу «Двойная порция». Пусть он нам что-то приготовит, вкусненькое из нее. Давайте мы ему отправим. Александр, держи. Вот так вот у нас работает Почта России, друзья. Ну, конечно же, это шутка. Вот такой вот замечательный кусок свиной грудинки, из которой я приготовлю тушеную свиную грудинку по китайскому рецепту. Говорят, что это одно из любимых блюд Мао Цзэдуна. Для приготовления этого блюда мне понадобится кусок свиной грудинки весом примерно 700 грамм, сахар, кунжутное масло, соевый соус, зеленый лук, палочка корицы, 2 звездочки бадьяна, имбирь и острый перец. Ставлю на огонь разогреваться кастрюлю с водой подсоленной. Это нужно для того, чтобы отварить, совсем немного вот этот вот кусок грудинки. Потому что, видите, сейчас она мягкая, резать неудобно. А так белок схватится, и выделится из нее всякая пена там ненужная, потому что дальше я буду тушить в сковороде. Пока вода разогревается, друзья, что нужно сделать? У грудинки имеется кожа, как вы знаете, на ней могут остаться какие-то остаточки волос. Короче, ее нужно обработать. Есть два варианта. Я ее обработаю с помощью вот такой вот горелки. А более безопасный — это обжечь ее на раскаленной сковороде. Кожу я обработал. И теперь для того, чтобы вот этот кусок, так как он все равно большой, влез у меня в кастрюлю, я его разрежу на 2 части. «6-7 минут будет вполне достаточно. Если будет образовываться пенка, не забывайте ее снимать. Отключаю огонь, и теперь нужно будет слить воду. Естественно, дать грудинке остыть. И после того, как кусочки остыли, вот они, посмотрите, какие потрясающие. Ножичком нужно еще аккуратненько почистить кожу. Вот так вот. И вот эти вот 2 куска теперь нужно нарезать на порционные небольшие кусочки. Это блюдо я готовлю не первый раз, поэтому скажу, что кусочки должны примерно быть где-то 2 сантиметра шириной, 2 на 2. То есть его гораздо удобнее будет скушать за 1-2 раза. Вот этот кусок я режу примерно сначала на 3 части. Да, кстати, варил свинину. Смотрите, вот она еще до конца не приготовлена. Внутри еще мясо сырое. Но резать уже, кстати, удобно. И вот этот каждый кусок еще режу вот на такие вот небольшие, размером маленькие кусочки. Мясо я нарезал, и теперь можно приступить к основному приготовлению этого блюда. Ставлю свою чугунную сковородку и высыпаю в сковороду 2 столовые ложки сахара. Я жду, пока сахар не начнет карамелизироваться. Пока сахар растапливается, кусочки свинины мне пока не нужны. Я вам расскажу, что понадобится дальше. Кунжутное масло и соевый соус. Кунжутное масло я добавлю, когда начну обжаривать кусочки свинины. И другие ингредиенты, о которых я вам говорил ранее. Кстати, что касается имбиря. Так, где моя доска? Понадобится кусок примерно где-то 1,5 сантиметра. Вот такой вот небольшой. Имбирь будет использоваться в блюде. Так как есть его не нужно, его просто достаточно хорошо помыть и нарезать на пластинки.
Так, ну вот, а в это время уже начинает топиться сахарок. Посмотрите. Его нужно карамелизировать сильно, а ужаривать его тоже не нужно, потому что он начнет горчить. Ждем, пока расплавится до такого вот коричневого состояния. И сюда я буду закладывать и обжаривать кусочки свинины. Сахар у меня уже расплавился. И теперь сюда, как я вам уже говорил, я отправляю кусочки свиной грудинки. И все это дело хорошо обжариваем с каждой стороны. Если вы до этого видели это блюдо, то оно такого красноватого цвета. Вот как раз сахарная карамель и дает вот этот вот красный, красивый, приятный колер. Сюда я добавляю 2 столовые ложки кунжутного масла. Вот, посмотрите, какой классный цвет приобретает свиная грудиночка. Делаю поменьше огонь. И погнали добавлять остальные составляющие этого блюда. Имбирь. Вот так вот раскладываю по всей поверхности. Вливаю 3 столовые ложки соевого соуса. 2 звездочки бадьяна. 1 палочка корицы. И добавляю вот такой вот острый перчик. Ну, 1 или 2, это все зависит от вашего вкуса. И заливаю водой из чайника. Вот так вот будет достаточно. Накрываю крышкой и оставляю тушиться на маленьком огне. Свиная грудинка тушилась под крышкой 40 минут. Давайте смотреть. Видите, еще присутствует жидкость. Ее нужно уварить до густого состояния такого соуса. И исходя из практики, хоть я и добавлял соевый соус, ну, конечно, можно попробовать на вкус, немножечко еще нужно будет посолить. Перец не буду добавлять, потому что есть острый перчик. Вот так вот. Ну и теперь пришла очередь зеленого лука. Небольшую часть оставлю для украшения, потом сверху посыплю. А вот эту часть я отправляю к свиной грудинке. И теперь еще подержу по времени, честно не скажу сколько, ну пока соус не загустится. Так, ну вот, вся жидкость выпарилась, образовался такой вот соус, похожий, видите, на сироп. И теперь, я думаю, ну минут 5 я еще подержу, чтобы вот этот карамелизованный сироп обволакивал каждый кусочек вот этой вот превосходной свининки. И буду выкладывать и пробовать. Ну вот и потрясающая тушеная свиная грудинка по китайскому рецепту готова. Как всегда на моем канале обязательно я все пробую. Ну это блюдо я уже пробовал, поэтому я вам скажу, что это вкусно. Ну все равно давайте, приятного аппетита, друзья. Сравнить это блюдо я даже ни с чем не могу. Все гармонично сочетается вот так воедино. Очень вкусно, поэтому советую хотя бы раз попробовать. Это, знаете, как с роллами. Если вы досмотрели это видео до конца, как раз напишите в комментарии. У меня одного эта хрень, когда вот первый раз попробовал роллы, думаешь, блин, какая-то фигня. Потом через какое-то время думаю, наверное, не раз пробовал, попробую еще раз. И потом вот как-то на них вот так вот подсаживаешься. И с этим блюдом то же самое. Приготовил один раз, вроде как будто не раз пробовал. Приготовил еще раз. Не зря я вам говорил, что это одно из самых любимых блюд Мао Цзэдуна. С этим блюдом на сегодня все. Я надеюсь, вам рецепт понравился. И, кстати, друзья, что насчет челленджа? Вот у меня есть вот такие вот замороженные кальмары, которые я отправляю в город Воронеж Артему. Канал Коптим вместе. Надеюсь, пока не доеду до тебя, разморозится. Держи, родной.